Да, этот набор сделан в Китае. Но в этот раз он и разработан тоже в Китае. Это не какая-то подделка под Лего, это официальная лицензированная командой Альфа Ромео Заубер Formula One Team копия их болида 2022 года. Насколько хорошо китайцы справились со сложной задачей построения болида Формулы-1 с нуля? Может, они просто скопировали все решения у Лего, а сами не придумали ничего нового? Что там с качеством деталей? Ну и вообще, все детали на месте-то. Это ж китайцы все-таки. А главное, достойно ли это Альфа висеть у меня на стене над телеком, на котором я обычно смотрю гонки, рядом с вот этим Маклареном. Не забывайте ставить лайки этому видео, а если все еще не подписаны на канал, то сейчас самое время подписаться. Погнали! Для начала быстренько, видосов не было очень давно, название канала поменялось. Когда будет следующий видос, спрашивайте, и что будет с каналом. Все это в отдельном видео, которое доступно по ссылке вверху, в описании под видео и в моем телеграм-канале. Спойлер, все будет хорошо. А теперь к конструктору. Наконец-то вы мне не будете писать в комментах: это не Лего, это подделка. Хотя, я думаю, найдутся индивиды, конечно, да ведь? Но этот болид Альфа Ромео действительно не подделка. Это официально лицензированный конструктор, полностью разработанный компанией Када по лицензии Zauber Alfa Romeo Formula One Team. Отсюда, соответственно, и цена в 8500 рублей на момент покупки набора. Сейчас на Озоне появилось достаточно много предложений, читайте внимательно отзывы. Потому что те, что подешевле, могут быть без коробки, например, просто детали, упакованные в мешок. А ведь коробка тут очень крутая. Кстати, если хотите посмотреть распаковку или сборку, у меня есть отдельные видео про это. Я собрал их в плейлист по этому набору. Ссылка на него в правом верхнем углу и в описании под видео. Мне набор шел целый месяц из Китая, но сейчас я уже видел наборы с местной доставкой. Ничего конкретного не могу про них сказать, читайте отзывы. Итак, вот он, лицензированный болид команды Формулы-1 Альфа Ромео образца 2022 года. И внешне он просто великолепен. Давайте же скорее на него посмотрим поближе. Начнем с переднего крыла и закончим задним, что, по-моему, довольно логично. Итак, переднее крыло состоит аж из 4 плоскостей. Смотрите, раз, два, три, 4 плоскости плюс торцевые пластины крыла. Переходим к носу, видим здесь 2 камеры, все как по-настоящему. Вот такая вот элегантная заглушка здесь у нас, под которой находится отсек с амортизаторами передней подвески. Сама подвеска довольно сложная, потому что только с одной стороны здесь раз, два, 3, 4, 5, 6 элементов, плюс еще сама рулевая тяга. Я считаю, что это прям дофига, потому что у того же Макларена было, по-моему, 4 или 5 элементов всего. Потом у нас вот эти вот крылышки стандартные, в Лего были такие же. Ну и самое мое любимое — это колеса. Колеса здесь просто потрясающе, у меня нет другого слова. Во-первых, они разноширокие. Переднее колесо и заднее разной ширины, как на настоящих болидах Формулы-1. Так должно быть. Лего так, к сожалению, не делает. У них есть 2 набора, Макларен и Мерседес. В Макларене вообще дождевая резина, равноширокая, отвратительная, прямо скажем. У Мерседеса дела получше, потому что там уже слики, но все равно они одинаковой ширины. Здесь же колеса разной ширины, и это классно. Во-вторых, на ощупь резина обалденная. Я как-то имел счастье трогать резину Формулы-1. Не скажу, что прямо одинаково, конечно, точно такое же качество, как у Pirelli, нет. Но это явно ближе по структуре, чем то, что у Лего. Кстати, обратите внимание на диски, потому что вот это, то, что вы видите на них, это не наклейка, это печать. Плюс вот здесь еще у нас шестереночка, на которую насаживается пневматический пистолет, когда машина заезжает на пит-стоп. Очень маленькая, миленькая деталька. Мне очень нравится. Короче, колеса в этой машине — это вообще то, к чему не могу никак придраться. Колеса просто обалденные. Лего, делайте вот так, пожалуйста. Дальше у нас идет нос. Тут, в принципе, ничего особо выдающегося нету. Плавно мы переходим вот сюда вот. А здесь у нас находится днище, и днище просто офигенное. Посмотрите. Это практически цельная пластина у нас получается. С имитацией тоннелей Вентури. Вот они идут. Вот они здесь выходят под задний диффузор. Вот, видите? Прям рельеф есть.
Опа! И все, вот здесь воздух выходит. Я считаю, что это сделано прям очень талантливо. Вот днище решено обалденно. Единственное, конечно, что никакие моторы сюда не ставятся. Здесь очень плотная компоновка. Но за счет этого просто реально посмотрите на это. Ну это же кайф. Ну реально, ну это же прям обалденно сделано. Единственное, что вот эту панель днища, скорее всего, мне придется снять, так как я собираюсь эту штуку на стену повесить. Но в целом, прям вообще никаких вопросов. По сравнению с Лего, у Лего здесь каркас, то есть прям дырки. У них днище не решено никак. Здесь прям отдельно явно дизайнеры потрудились, чтобы передать форму днища. И огромный респект, потому что выглядит это, ну правда, ну шикарно. То есть у меня к днищу тоже вопросов ноль. Обалденно сделано. Дальше у нас рулевое управление. Руль, разумеется, работает, он управляет колесами. Сейчас вот вы слышите хруст дифференциала, да, и к этому мы перейдем проще, потому что здесь у меня есть вопросики, если честно. Но к рулю вопросиков нет, он поворачивает, все окей. И при этом вот этот руль мне больше нравится и чем в Макларене, и чем в Мерседесе. Там у них какой-то просто кусочек пластика вот такой вот с наклеенными наклейками. Здесь же руль, мне кажется, решен более элегантно. Да, на нем нет дэшборда, то есть светодиодной панели, на которой гонщики смотрят информацию, да, когда участвуют в гонке. Но мне кажется, что он больше передает вот нужную атмосферу. Здесь же у нас, соответственно, располагается хало, и опять же, это довольно удачное решение с таким вот гнущимся резиновым вариантом хало. Напоминаю, что в Макларене здесь какое-то пластмассовое нагромождение странное. В итоге хало не круглое, а какое-то прямоугольное, и все. Ну, в общем, стремновато выглядит, прям скажем. В Мерседесе, кстати, они это уже исправили. В Мерседесе тоже вот такое же резиновое хало, поэтому я считаю, что это более удачный вариант. Обратим свое внимание на понтоны, и понтоны также прекрасны. Посмотрите, они двухуровневые. То есть вот эта вот штука с дном не соединяется напрямую. Вот здесь щель есть. Все прям по-настоящему, как должно быть у болида. Между днищем и понтоном есть еще как бы аэродинамический тоннель дополнительный. Ну что сказать, к понтонам тоже вопросов нет, они действительно выполнены, ну, практически как на оригинале. А еще обратите внимание, вот это очень важно, посмотрите, как вот здесь сделано днище, как оно собирается. То есть, смотрите, я его собирал, а потом оно крепится так, что оно получается на разных уровнях. То есть вот здесь оно расположено ниже, а вот здесь вот крепится выше. И за счет этого мы получаем вот такую красивую, офигенную диагональ. В общем, вот этот шикарный загиб днища, и здесь понтоны в целом, их прям можно сидеть разглядывать. Если не насмотрелся во время сборки, конечно. Я вот насмотрелся, потому что собирать это довольно сложновато. Все это друг с другом соединять. Модель в итоге получается, кстати, довольно хлипкая. Я бы ей особо вот так не елозил, потому что что-нибудь у нее да может отвалиться. Но вот если на стену вешать или ставить, чтобы пялиться на нее просто, мне кажется, это вообще идеальный вариант. После понтонов вот эта вот замечательная надпись, я считаю, просто блестяще сделанная, из кучи наклеек, наклеенных на абсолютно разные детали, в итоге собирается надпись Альфа Ромео. По-моему, выглядит просто офигенно, вот за это вот отдельный респект. Очень прикольно сделано. Ну и переходим к задней подвеске. Она такая же сложная, как передняя, тоже состоит из кучи элементов. Выглядит замечательно, как и крыло. Посмотрите, как оно сделано. Текст, ну вот здесь этого не должно быть, оно должно вот так стоять. Во-первых, конечно же, работающий DRS с ограничителем, чтобы нельзя было там, знаешь, вот так вот на всю его открыть, потому что так, конечно, в реальности это не работает. Здесь есть ограничитель. Оп, вот так вот оно элегантно открывается немножко и закрывается. Ну и, наконец, стоп-сигнал, который тоже прикольно выглядит. Ну и, в общем, на этом все про красоту этой машины. А теперь поговорим про ее минусы. Да, они здесь есть, и, к сожалению, их довольно много. Итак, что у нас тут с минусами? На самом деле, забавная такая штука. У меня в сценарии написан главный минус. Визуальный — это наклейки. Потому что здесь вот куча наклеек. Вот это вот все
наклейки. То есть все, кроме колес только, пожалуй. То есть вот здесь на дисках это печать. Все остальное это наклейки. И у меня написано, что наклейки эти плохие, потому что они пузырятся и выглядят стрёмно после того, как их наклеили. Но в чем прикол? Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я собрал этот набор, и, ну, как бы пузырьки воздуха-то ушли, которые были бесячие. И теперь большинство наклеек смотрится вообще обалденно. На такой вот эффект я, конечно, не рассчитывал. Так что да, это вроде как было записано в минусах, и как только вы ее соберете, наклейки будут минусом, но потом внезапно станут плюсом. Но в любом случае, с наклейками проблемы все-таки некоторые есть. Во-первых, меня подбешивает, что длинная одна наклейка сделана на несколько деталей. То есть, смотрите, вот это вот с надписью Arlene наклейка, это единая наклейка на две детали. Здесь дальше на задней части понтона наклейка идет на 3 детали. Ну а на крыле, вот здесь вот на всех этих сегментах одна наклейка наклеена. Из-за этого, конечно, она будет плохо выглядеть в тех местах, где она попадает между деталей. Еще из минусов, и это меня прям выбесило, это передние амортизаторы. Вот здесь вот, в этой коробочке скрываются 4 аж амортизатора, которые, по идее, должны отлично вообще подпружинивать переднюю подвеску. Но на самом деле это не так, потому что они ни на что не крепятся. Здесь вот такая пластиковая ванночка получается после сборки, и они туда просто вложены, а точнее запрессованы. Их приходилось пальцами вот так съеживать и туда запихивать. И если хотите посмотреть, как я это делал, у меня есть подробная сборка, ссылка в правом верхнем углу и в описании под видео. Короче, вот эта история с незакрепленными ничем амортизаторами выглядит прям просто как супер дешевое ленивое решение. Когда они типа сидели такие, а что нам, как бы сделать переднюю подвеску-то, ну типа амортизаторы, как с ней связать. И кто-то такой, да пофиг, просто давайте запихаем, а потом туда палку воткнем, и она будет просто нажимать на амортизатор, нормально так сойдет. Никто не заметит. Так вот я заметил, это хреново сделано. Еще из минусов, казалось бы, классный с виду вот такой вот оранжевенький дифференциал, который на самом деле, как дифференциал-то он работает. Да и в принципе вроде с ним все окей. Но вот дальше... О, передача момента двигателю, смотрите, задние колеса просто юзом идут, а потом простреливают и снова юзом идут. Оп! То есть, возможно, там, конечно, надо просто что-то пересобрать. Вот здесь вот, внутри, где идет связь дифференциала с двигателем, через вот эти вот желтые штучки. Но вроде бы у меня там все было нормально собрано. Я когда собирал, проблем не было. А сейчас ну что это такое, ну? Да, и звук, конечно, люто мерзкий, как будто там что-то ломается. Хотя вроде бы все должно быть в порядке. Кстати, о поломках. Самое неприятное, с чем я столкнулся, набор собран уже несколько месяцев, да? И вот я его, когда принес на съемку сюда в первый раз, уже в собранном виде, вот типа пару дней назад, когда начал снимать этот выпуск, я ее вот так вот поставил довольно резко и начал вот так вот прожимать подвеску, чтобы посмотреть, все ли здесь окей. И выяснилось, что... Оу! А вот прямо сейчас, кажется, я сломал, да, еще что-то? Да, смотрите. Вот у нас болтается колесо. А почему? Да, потому что обломило на тяге, на вот этой вот детальке, обломило кусок, смотрите. Вот, видите, все. Колесо теперь болтается. И, к сожалению, это произошло не в первый раз, потому что на передней подвеске в прошлый раз у меня также сломалось несколько пинов и одна из осей подвески. То есть просто сломалась в месте крепления к колесу. Просто пластик лопнул и все. Я не знаю, с чем это связано. Я как-то особо не хранил этот набор, ну и на солнце его тоже не выставлял. Он спокойно себе стоял и стоял. И пластик за это время, судя по всему, устал. За это время, за пару месяцев всего. И это удивительно, потому что на дешевых китайских подделках я с таким ни разу не сталкивался. Все остальные, которые у меня есть конструкторы, а у меня их уже довольно много накопилось, они все китайские. И на них ничего не ломается. Я недавно их переставлял, все там в порядке. Здесь же, на типа люксовом китайском конструкторе, начали ломаться детали. И прям вот только что на ваших глазах сломалась одна из деталей. Обалдеть. Да, такого я, конечно, не ожидал, что прямо перед камерой это сделаю, но теперь вы видели это живьем. Ну что, давайте подведем итог.
Вообще, в моем сценарии я написал, что несмотря на все минусы, это все равно лучший болид Формулы-1, воплощенный в виде конструктора. Что здесь у Лего нет шансов на данный момент, выглядит он просто обалденно. И это правда, он действительно выглядит обалденно, гораздо лучше леговских наборов. И да, только что от него еще деталь отпала. Ну, ее можно на место присобачить, ничего страшного. Но в целом, вообще он довольно хлипкий, прям скажем. То есть от него могут отваливаться куски. Но опять же, если вы покупаете его для того, чтобы повесить на стенку, как я, то это просто идеальный вариант. Собираете, вешаете на стенку, не трогаете его, просто пусть висит как декорация. Тогда с ним вряд ли что-нибудь произойдет, если ему не прожимать вот так подвеску, то все будет окей. Но прям скажем, я не удовлетворен качеством, потому что, конечно, лопнувшие детали — это совсем печально. Но опять же, выглядит он отлично. В качестве видовой модели подходит прекрасно. Я его, конечно же, на стенку рядом с Маклареном повешу и буду им любоваться. Главное, его больше не трогать, видимо. Ну а если мы не касаемся качества отдельных компонентов, а смотрим только на само, собственно, конструирование всего этого набора, то тут, в общем-то, Лего есть чему поучиться. Я надеюсь, что они будут уделять больше внимания своим новым наборам, посвященным Формуле 1, хотя верится в это с трудом, конечно. Я обязательно сделаю сравнительное видео с участием Макларена, Мерседеса и Альфы, поэтому не забывайте подписаться на канал, чтобы его не пропустить. Ставьте лайки и скоро увидимся. Пока. Ну, как бы такое, да. Вот это, блин, сломалось тут все что-то у меня. Зачем? Почему? Как так? Что произошло?